Приветствую всех в нашем братстве теоретиков, и сегодня у меня есть для вас довольно-таки интересная теория. А что если вот эта синяя точка, которая была показана в начале 8 серии Удивительного цифрового цирка, является не пузырьком, как многие предполагают, а Кейном. Но перед началом этого ролика я попрошу вас вступить в наше братство теоретиков, нажав на черную кнопку подписаться под нашим роликом. А также, если вас очень сильно интересует эта тема с Удивительным цифровым цирком, то делитесь этим выпуском со своими друзьями. Ну и конечно же, как по классике, обязательно берите чего-нибудь вкусненького, заваривайте чаю, присаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Итак, что мы знаем о Удивительном цифровом цирке? Это некая цифровая программа, в которой заточены души людей. Ну или же не души, а их сознание, которые якобы скопировали с их мозга, надев на них специальные VR-очки. Кейн же является главным NPC в этом цирке, и главным, как бы так сказать, что-то типа своеобразным стражем и боссом этого места. Хоть Кейн и является искусственным интеллектом, однако он в то же время является как бы и главным администратором в цирке. И также есть еще и второй NPC, который является немножко более тупой, недоделанной версией Кейна, а именно Пузырек. Конкретно в веб-сериале нам показывают, что Кейн использует Пузырька как некого слугу. Однако есть такие довольно-таки сомнительные моменты, когда Пузырек показывает, что он может быть умнее Кейна. Это было в моменте, когда Пузырек выдал в одной серии какую-то фигню, а потом оказалось, что, оказывается, если перемотать то, что сказал Пузырек, получится связанное предложение, которое отвечает на многие вопросы. Или вот, например, в 8 серии, когда Кейн сидел и унывал, как это так, почему никому не нравятся его приключения. Все просят выход, и он буквально дает приключения с выходом, который является искусственным и не настоящим. И тогда Пузырек начинает попускать Кейна, всячески унижая его и говоря, что он не является лучшим. Не является той версией NPC, которую создавал изначально Королер со своим другом Скретчем. И теперь давайте вернемся к началу 8 серии. Нам показывают сначала одну красную точку, которая представляет собой искусственный интеллект. Черное поле, в котором он находится, это программа, благодаря которой он существует и в которой он живет. И вот эта красная точка создает геометрические фигуры. И затем нам показывают вторую, синюю точку, которая создает как бы фигуры намного лучше, намного эффективнее. В результате чего синяя точка закрывает красную точку в огромном куполе, напоминающий цифровой цирк, который состоит из фигур. И тут многие думают, что красная точка это Кейн, а синяя точка это Пузырек. Однако, что если это не так? И у меня есть довольно-таки правдоподобное предположение, которое противоречит мнению комьюнити. Я считаю, что синяя точка это Кейн, а красная точка это Пузырек. Почему же так, спросите вы? Что же, я вам отвечу. Пузырек весь веб-сериал тупит. Буквально тупит. И вот даже Кейн, когда попросил убрать лужу, Пузырек начал ее вместо того, чтобы убирать, лизать. Или, например, давайте еще вспомним ту несвязанную ахинею, которую несет Пузырек, то что он якобы беременный. Ну то есть понятное дело, что такой NPC, ну как бы явно быть супер умным и интеллектуальным не может. И исходя из таких банально простых мыслей, уже можно якобы построить весьма логичный вывод, что Пузырек ну никак не может быть синей точкой, которая была показана нам в начале 8 серии. И теперь, ребята, самое веселое. Ну хорошо, выяснили мы, что синяя точка это Кейн, а красная точка это Пузырек. Ну и какое значение это играет для общего смысла и лора в цирке? Никакое. Да, буквально никакое. GusWorks разбила все теории фанатов, все мои теории. Весь тот крутой смысл, который мог подходить этому веб-сериалу, GusWorks также разрушила. В своем твиттере GusWorks опубликовала пост, в котором она пишет, что якобы Пузырек привязан к Кейну. И поэтому, когда Королер стер Кейна, он также стер и Пузырька. То есть, чтобы вы понимали весь бред ситуации, фанаты здесь строят то, что Пузырек типа самый главный злодей в игре, потому что он якобы может быть самым умным. Мои теории твердят обратное, то что нет, Кейн это самый умный, а Пузырек наоборот самый глупый. А в итоге оказывается так, что вообще не важно, кто там умный, кто там глупый. Кейна стерли, все. Как бы мы тут сидели долбили голову, строили предположения и думали по-всякому, а оказалось, что это все и вовсе никакого значения, ну, так-то и не играло. Именно поэтому я часто в конце своих роликов и говорю, что это всего лишь мои теории, которые построены на основе каких-то найденных фактов и наблюдений. И никак не стоит эти самые мои теории воспринимать как что-то настоящее, что-то реальное. Теории могут быть неправдивыми, на то и не и теории. Все-таки у нас здесь не братство спойлерщиков, а как-никак братство теоретиков. И здесь мы строим только чисто теории. Делайте выводы, пишите свои мнения в комментариях, что вы думаете по поводу всего этого. Ставьте там лайки или дизлайки, оценивайте видео как вам хочется. Но не забывайте вступать в наше братство теоретиков, нажав на черную кнопку подписаться под этим роликом. Ну и да, всем удачи, всем пока!